Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о том, как обнулить счетчик запуска программы STLCam. Те из вас, кто использует бесплатную версию данной программы, рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, что необходимо ждать некоторое время, а иногда и очень продолжительное, прежде чем запустить файл на фрезеровку. Сегодня мы разберем, как этого избежать, а те, кто досмотрит данное видео до конца, узнают, как это сделать в полуавтоматическом режиме. Итак, погнали! Тут у нас есть программа STLCam, установленная уже. И что происходит, о чем я говорил. Открываем какой-нибудь файл. Файл на фрезеровку. Да. Пытаемся сохранить CNC программу. И сюда же. И как видим, в данном случае 3 минуты мы должны подождать, прежде чем программа сформируется, мы сможем ее сохранить. При этом закрыть это нельзя. Сделаем это через диспетчер задач. Так. Закрыли. Значит, что нам нужно сделать в первую очередь? Если вы уже используете эту программу и у вас она настроена, да, вам необходимо запустить ее и сохранить настройки списков инструментов и настройки контроллера, чтобы потом не настраивать. Списки инструментов сохранить. Здесь желательно не в Program Data, потому что потом мы будем удалять, а куда-нибудь. Давайте на рабочий стол. Рабочий стол, создадим здесь папку STLCam. И сохраним сюда. Это будет My Tool List. Окей. Дальше заходим в CNC контроллер. И те настройки, которые у вас здесь есть, вам также нужно сохранить. Ну, у меня сейчас программа не настроена, но не суть. Сохраняем настройки. Также выбираем папку на рабочем столе, которую мы выбрали, и сохраняем. Все, настройки у нас сохранены. Закрываем программу. Значит, что нам нужно сделать? Во-первых, заходим в Rec Edit, редактор реестра, HK Users, и дальше здесь у вас будет два вот таких вот, ну, со своими цифрами, может быть, буквами, да, вам нужно, который без classes. Ветка. Заходим сюда, Software. Здесь нам нужно найти STLCam. Давайте будем искать сначала в именах разделов. Так, это не то. И ищем дальше. Нашли. Значит, смотрите, нам нужна ветка VB and VBA Program Settings STLCam. Заходим в нее. Здесь есть Setup. Нам необходим вот этот параметр PC11, который. Заходим в него и меняем на единичку. Окей. Так, в этой ветке все. Далее Software. Обратно STLCam, только уже в имени параметров ищем. Так. Да, с первого раза как раз то, что надо. Значит, здесь смотрите, вот какой путь. То есть Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, Future Usage, App Switched. И здесь, как видите, есть различные программы, и вам нужен вот этот вот параметр. Параметр DeWord. У него сейчас значение 24. Его нужно поменять на 0. Окей.
Реестр нам больше не нужен. Далее, значит, помимо того, что цифры при каждом запуске изменяются в реестре, да, у этих параметров, которые я показал, также есть еще настройки программы Settings STLCam. Они находятся по пути диск C, если вы туда установили программу Data STLCam V11. Здесь есть вот этот вот файл Settings STLCam TXT. Давайте откроем его и посмотрим на вот эти 24-25 строчку. То есть здесь как раз сохраняются вот эти значения, да, proc count и proc count verify. Просто так поменять 10 тысяч на единичку не прокатит, потому что данный набор цифр и букв не соответствует единице, он соответствует непосредственно 10 тысячам. Как нам узнать, какой набор букв и цифр соответствует единице? Для этого это можно закрыть. Для этого нам необходимо удалить программу и установить заново. При первом запуске мы там увидим цифру 1 и, соответственно, буквы и цифры, которые соответствуют этой единице. Находим программу STLCam и удаляем. Install. Next. Close. Все, программа удалена. Далее, я думаю, не нужно показывать, где качать эту программу, да? Заходим в Google, STLCam. И вот первая ссылка же идет. Кстати, вышла версия 11.241. У меня 64-битная система, поэтому я качаю эту версию. Так, у меня программа вот здесь. Так, скачалась, запускаем. Соглашаемся. Я устанавливаю в папке по умолчанию. Не вижу смысла здесь что-то менять. Программа у нас установилась. И где-то здесь должны появиться STLCam 11, STLCam 11 контроллер. Так, вот они, две. Это можно закрыть. Да, обратите внимание, то, что после удаления папка V11 пуста. Мы заходим в STLCam 11, запускаем программу. Здесь первичные настройки. Мне с русским поудобнее будет. Миллиметр в минуту. Все окей. Как видите, у нас подгрузился список инструментов по умолчанию. Да. Давайте восстановим его. Открыть. На рабочем столе мы сохраняли файл инструмент. Подгрузились. Аналогично CNC контроллер. Открыть настройки. Заходим в папку, куда мы сохраняли. И все наши настройки. Жмем ОК. У нас все сохранено. Все сохранено и восстановилось. Сейчас, если мы посмотрим в папку, у нас папку STLCam V11 Program Data, тут появились папочки. Но пока нету файла того самого, который нам необходимо будет менять. Закрываем программу, и файлы появились. Заходим в STLCam. Да. Вот, как видите, у нас появились proc count 1 и verify, абсолютно другие цифры. Я советую скопировать вот это и где-нибудь хранить у себя отдельно. Например, в той же папке STLCam создадим текстовый файл. Как бы его назвать-то? Пускай новый текстовый документ, окей. Сохраняем. Потому что это нам понадобится впоследствии. Собственно, все. После того, как можно еще делать, конечно, просто изменять вот эти два параметра в реестре и переустанавливать программу. Тогда да, тогда поможет счетчик обнулиться. Но я предлагаю еще один способ при помощи bat-файла. Bat-файл — это такой файл, в котором можно прописывать определенные действия, и
запуская его, мы можем через него и поменять реестр, и, соответственно, поменять вот этот вот файл settings STLCam. Я в предыдущих видео уже говорил то, что я не программист и, возможно, что-то делаю здесь неправильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как это можно было бы сделать проще. Итак, bat-файлы. Возвращаемся. Вот я скопировал тут папочку с файлами, это на ноутбуке у меня уже сделано. Значит, смысл какой? Давайте откроем его и посмотрим, что здесь прописано. Значит, во-первых, нам нужны вот две строчки, третья не нужна, потому что этот параметр реестра не влияет. Две строчки. Значит, первая из них, здесь прописан путь к параметру PC11, да, и значение единичка. Вторая строчка, путь ко второму ключу реестра. Здесь параметр и значение его 0. То есть вот эти две строчки прописывают как раз в реестр то, что мы с вами делали вручную. Далее, каким образом я сделал, по-другому не нашел, но вот такое вот решение, да. Через PowerShell открываем этот файл и меняем строчку proc-count2, потому что когда мы второй раз запустим программу, она поменяется, да, на proc-count1. И сохраняем этот файл. Далее второй строчкой мы ищем строчку proc-count-verify и меняем, соответственно, цифры, которые соответствуют двойке, вам также их нужно будет сохранить и здесь прописать, на proc-count-verify цифры, которые соответствуют единице. Единички у нас на этом компьютере соответствуют вот эти вот цифры. Все, также выходим из файла и сохраняем его. И последняя строчка, мы запускаем программу. Собственно, все. Сохраняем файл. Теперь как он работает, давайте посмотрим. Запускаем bat-файл. Так, параметр задан неверно. Так, сейчас проверим. Ну все правильно. Компьютер у меня другой, поэтому путь в реестре немножко другой тоже. Давайте еще разок найдем. Я думаю, что вот эти вот цифры нужно поменять будет. Так. Bat-файл, edit файл. Да. Они здесь другие, поэтому не может найти. И еще раз сохраняем. Закрывать не будем. И запускаем. Операция спецификация завершена. Все проходит. STLCam запускается. Соответственно, если мы сейчас посмотрим файл settings STLCam.txt, обновляем. Вот, как видите, у нас все прописалось. Запуск программы первый, как будто, якобы, да, и цифры все соответствуют. Круто, круто. Есть, на самом деле ничего сложного, да, нужно просто погуглить, и все получится. На самом деле я сделал еще попроще для себя. И также буду рад комментариям, если вам понравится такое решение. Я написал программу на C#. Я не программист, но потихоньку изучаю программирование под свои нужды. Написал программу. Она без излишеств. Подозрительный файл. Ну, все правильно, потому что у нее есть доступ на запись реестра и на изменение файлов на диске C. Здесь закрыли.
здесь все, что нам нужно, это заполнить эти 4 строчки и нажать Reset and Run. Я не украшал ее, может быть, впоследствии займусь этим, но вот пока так. То есть параметр PC11 path. Это путь к параметру PC11. Ну, давайте, чтобы потом еще раз не искать, AppSwitched. Вот этот параметр путь храним туда до HKUsers, то есть начиная с S. Программу. Так. Параметр, который за STLCam отвечает, ищем его здесь. Да, найти не могу. Вот он. Сохраняем параметр, копируем и вставляем сюда. Нет. Так. Так вот. Копировать и вставить. Ага. Так. И далее Pro Count Verify, который соответствует единице именно. Да. Давайте скопируем и ставим сюда. И осталось нам найти путь параметру PC11. Он у нас забыл. VBN, VBA, STLCam, Setup. Вот этот путь копируем. Также до S. И вставляем сюда. Reset and Run. Программа отработала, STLCam запустился. Также он якобы сейчас первый раз запущен. Так, вот видите, изменения произошли. Автоматически выдает нам Notepad++. Фишка данной программы, то есть он перезаписывает этот файл, но помимо этого он в папке VB11 создает еще Reset Settings файл. Этот файл, во-первых, включает в себя те строчки, которые мы заполняли, да? То есть он записывается, и впоследствии, когда вы будете запускать программу еще раз, у вас уже все заполнено, вам ничего здесь менять не нужно. Просто жмете Reset and Run, и STLCam у вас опять запускается. То есть смысл такой, что вам не нужно будет уже STLCam запускать через свой собственный ярлык. Вы просто запускаете его через вот эту программу. И у вас каждый раз как будто программа запускается в первый раз. Если вам понравилось такое решение и такой формат видео, буду рад комментариям, лайкам. Пишите, буду в следующем видео планировал снять, как я изучаю программирование, да, на примере вот как раз вот этой программы. Посмотрев это видео, вы также сможете создать свою такую же программу, да, и пользоваться ей. Все же я призываю вас приобрести программу STLCam, платную версию, тогда вот без вот этих вот костылей всех вы сможете запускать и работать с ней нормально, потому что разработчик вложил на самом деле очень много сил и времени на ее разработку, этой программы, и постоянно ее поддерживает. То есть, как вы видели, там 11-я версия уже, да, 241 он фиксит баги и постоянно выпускает обновления. Купив программу, вы просто поддержите его на будущей разработке. Ну что, на этом все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.